Итак, друзья, всем привет! Хотел бы анонсировать вам такую штучку, как, в общем-то, уроки по 3GS. Наверное, они будут идти от очень простых примитивов каких-то, как создать именно самую простую сцену, и до создания вот такой вот планетки с такими вот всякими там лучами, анимациями и подобной штучкой. Вот эту планету я делал несколько месяцев. Возможно, если вы интересуетесь данной темой, то встречали такого человека, как Юрий Артюх. Вот он там немножко даже помогал ее делать, обращались к нему, потому что на самом деле здесь достаточно трудные штучки применяются в ней. Это не просто вывести, так скажем, как это обычно, в принципе, бывает на ютубах, за 5 минут вам нарисуют планету и вот все готово. Как видите, здесь немножко похоже я на ту, которая крутится на гите, на главной странице. Если вы находитесь, допустим, на github.com /home, и там будет такая подобная планетка, но там, конечно же, она сделана, наверное, майкрософтовскими ребятами, которые, скорее всего, сделали ее на чистом WebGL, не используя 3GS, но я буду использовать 3GS, в смысле, я его уже использовал, и, как видите, даже получилось. И еще там один чудак помог с форума какого-то там, по-моему, 3GS-овского сделать вот эти вот шейдеры, которые, как вы можете видеть, здесь идут такие небольшие бумы возле точек, в общем, с этими, с этими линиями, где обозначены эти города. Или, да, в принципе, это города. И вот видите, тут идет такой бум анимация. То есть, получается, вот это вот, во-первых, здесь сама планета, карта строится из PNG файла, то есть оттуда берутся точки, и таким достаточно замудренным способом строится сама планета. То есть вот это все, это фактически 3D объекты, это не просто PNG-шка, которая наложена на сферу, а, как видите, при увеличении, то есть это все, вот это вообще кружочки эти сделаны шейдерами, например. Также здесь получается, там применен шейдер материальный, а здесь применен шейдер позиции. То есть, получается, вот эти все бумы, они происходят благодаря позиционному шейдеру этому. Наверное, вы знаете, что их два штучки есть. И вот это вот я делал приблизительно год назад, и все хотел записать видео по этому, но не доходили что-то руки. Теперь они дошли, и, как видите, здесь также, такая штучка 3GS-овская применена как вращение с таким, с инерцией небольшой. Сейчас я перезагружу, чтобы оно было в той позиции, которая нормально крутится. То есть, как видите, получается, когда я вращаю, она вращается не прям вслед за мышкой, а с такой небольшой инерцией. И, соответственно, я вас научу делать вот эти вот мэшлайны, в смысле линии, которые летают туда-сюда. И, как видите, если обратиться к коду, то здесь приблизительно 142 версии различные вот этой планеты есть. То есть, от самой, скажем так, примитивной, может быть, их там меньше, но, в общем, я некоторые там, наверное, поудалял, которые совсем не нужны. Здесь были мои эксперименты, вот в течение там нескольких месяцев я это все делал, где-то до 3, до 2, может быть. И получается, что я могу, в принципе, вам потом этот кодик весь выложить. Единственное, что от вас требуется, это в данный момент времени написать вообще, насколько вам интересна эта тема и насколько вам будет интересно обучаться в таком формате, что я, допустим, сначала расскажу какой-то примитив, как вывести, да, потом уже, как, допустим, создать эту планету именно подробно,
зайду в такие темы, как шейдеры, как, допустим, импортировать сюда вот эту PNG-шечку, которая здесь елочка, как написать текст, как, допустим, спозиционировать вот эти вот, как видите, это тоже такие, ну, как сказать, эллипсы, циркулы, кружочки, в общем, как сделать эти линии анимированные, то есть здесь применены две библиотеки анимации, это Anim.js и Twin.max, по-моему, чи какой-то такой. И получается, когда эта планетка появляется, здесь есть небольшая анимация, ну, в смысле, не то чтобы небольшая, но как бы здесь есть как бы библиотека, с помощью которой я анимирую вот эти вот штуки, которые появляются, как вы видите, по очереди, то есть с задержкой. То есть, если сейчас я сюда переверну, как видите, здесь ничего нет, ну и в США как бы ничего нет, две позиции там еще должны добавиться, и где-то еще там в Китае или где-то, вот она, да, USA получается, видите, и она появилась задержкой, то есть приблизительно в тот момент, когда как бы планета докрутилась до этой штуки. И еще меня, когда я все это делал, удивило то, что что некоторые ребята вращение планеты делают вот в эту сторону. Это как бы не совсем корректно. Плюс, там есть такая загвоздочка. В общем, получается, насколько мы тестировали там с ребятами, которые как бы мне, ну, как бы заказали вообще эту планету. Получается, на айфонах там некоторые цвета не работают. На определенных там айфонах каких-то, я не знаю, там на 11 или на 10, ну, в общем, то есть, если там кидать шейдерный свет, то он не работает. Я в будущем покажу вам этот тест, ну и там вообще, что у меня осталось после этого. И вообще, конечно же, пройдусь там, допустим, по списку тех ссылок, которые я там нагуглил, нарыл, которые, допустим, вам помогут более глубоко изучить данную как бы технологию, потому что на самом деле даже там за 10 часов, за 20 часов беспрерывного видео, без всякой воды, а именно вот четко там следуя от простого к объемному, невозможно охватить всю информацию. Даже, в принципе, я и читал книги по этой штуке, но кроме как более-менее таких стандартных возможностей описания 3GS, там ничего нет. Единственное, что очень помог, конечно, Юра в плане его видеоуроков, в смысле стримов, которые он вроде бы как в воскресенье каждое делал раньше, и даже для русскоязычной аудитории, потом он немножко переключился на, так скажем, на более богатых людей и начал транслироваться на исключительно английском языке, что как бы не для всех является понятной темой, в смысле не для всех является понятным языком русскоговорящих, я имею в виду, или там, допустим, украинцев, или белорусов, или казахов, например, которые хотят изучить, ну и других, я имею в виду, людей, которые проживают на территории Советского Союза. Более того, изучая данную технологию на английском языке, еще труднее понять, что вообще происходит, как модно говорить, под капотом этой штуки. Ну и, как вы видите, за это все отвечает вот приблизительно 800, там усредненно строк кода, плюс там некоторые закомментированные тут есть моменты. В общем, дело в том, что еще такой момент, что получается вот эту штуку мы тестировали на разных устройствах, естественно, чтобы отдать в продакшн, так сказать. И у нас там возникли небольшие конфликты, потому что, как бы я заранее предупреждал ребят, что эта штука будет в любом случае тупить. Даже вот как бы на самой простой сцене. Но мне изначально как бы не поверили, а потом, когда мы уже начали тестить, выяснилось, что на некоторых довольно таких вроде бы мощных ноутбуках, тем не менее, оно показывается очень фризнуто. Например, сейчас я вот записываю видео, и вы видите, когда я вращаю, то есть некоторые фризы. А если я сейчас разверну, допустим, на весь экран, то это будет еще более заметно.
То есть даже вот эти вот линии, они начинают летать, как вы видите, с фризами, потому что, соответственно, чем больше пикселов приходится обрабатывать и процессору, и видеокарте, как видите, он сейчас у меня загружен на 100%, но это два ядра, как бы у меня тут разогнаны до 4 ГГц, и записывается видео, соответственно, во-первых, видеокарта загружена там на, допустим, процентов 20-30, плюс загруженный процессор на 100%, потому что даже если, в принципе, не записывать видео, он будет здесь тоже загружен почти на 100%, потому что он, во-первых, старенький, во-вторых, всего два ядра, и в-третьих, здесь очень много математики, которая, ну, в принципе, во-первых, описывается данным кодом, который здесь написан, во-вторых, как бы внутри самого 3GS выполняется. Значит, вот эти вот видеоуроки вы можете, ну, как бы изначально как стартануть, именно вы можете, наверное, ну, где-нибудь там на торрентах, наверное, найти вот такое видео, оно, правда, на английском языке, но, в принципе, для того, чтобы стартануть, именно сделать самую простую там сцену на 3GS, этого будет достаточно. Если вы их посмотрите, там даже есть примеры, как можно сделать шейдер в этих видеоуроках. Ну, там, конечно же, естественно, все очень-очень примитивно. Ну, в плане не то чтобы примитивно, но, как сказать, очень поверхностная информация. То есть, в принципе, она-то в доступном виде существует, но этот чудак, который как бы создал, во-первых, эту библиотечку, а во-вторых, ну, в смысле Canvas Sketch именно, он эти уроки как бы и тоже создал и, ну, как бы распространяет платно вроде бы, но можно, наверное, найти их в открытом доступе. И что я хотел сказать? Ну, что как бы вот вы можете взять их и как бы вывести самый простой там примитив будет, по-моему, такой, ну, plain, то есть как бы лист такой квадратный, квадратик красненький. И уже используя, конечно, этот квадратик, вы можете дальше каким-то образом, да, чудесным, каким-то образом чудесным в итоге тренироваться в 3GS. То есть, смотрите, вот получается бандл, который создается, он весит 744 килобайта, ну, в Xzip это будет где-то там около 500. Вот. И как бы, ну, на клиента будет приходить около 500 килобайт JS ради того, чтобы вот подключить эту штуку. Возможно, в дальнейшем, если у меня будут силы, я каким-то образом выгружу ее в доступной форме там куда-нибудь на GitHub или еще куда-нибудь. Но это, конечно же, не основное. Основное я хотел сделать из вот этой вот планеточки штуку, которую бы мог каждый, допустим, использовать у себя со своими, допустим, какими-то настройками, там, допустим, ну, более как-то уникализировать ее, то есть передавать через API, например, сюда точки, по которым должны двигаться эти линии, там, или еще как-то, потому что, ну, достаточно много, наверное, людей, которые бы хотели иметь такую возможность, но ее, к сожалению, нет, потому что те планеты, которые, естественно, я там нарыл, наверное, штук 10 разных планет, которые уже были созданы кем-то, допустим, тоже лежат в открытом доступе, но, естественно, они все не подходили, потому что были определенные требования у заказчика. То есть, во-первых, вот эти вот кружочки такие, во-вторых, вот эти летающие линии там и так далее. И, соответственно, как бы, ну, наверное, данный продукт будет востребован, тем более, если его выложить без оплаты абсолютно, то есть, ну, там, может быть, кто-то когда-нибудь скинет какие-нибудь копеечки, то и научить особенно людей этим пользоваться, то, я думаю, будет, ну, как бы, опять же, напишите в комментариях, если вы, как бы, желаете вот такую вот штучку иметь. Но, опять же, смотрите, дело в том, что у каждого такого более-менее технологичного решения есть определенная своя обратная сторона, это производительность. Если вы рассчитываете на клиентов, у которых, допустим, там, ну, крайние, не самые крайние, но там приближенные к крайним модели телефонов, например, там
ну хотя бы там 8-4-ядерные, не знаю, какие там они бывают еще процессоры, плюс там достаточно игровая, так скажем, видеокарта, то тогда, в принципе, вперед. Если нет, то придется записывать видео, ставить его на фон и каким-то образом там перемещать, например, от кадра к кадру при скролле там или еще что-то. Кстати, да, она скроллится. И что еще я хотел только что придумал сказать. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Единственное, я от вас жду обратной связи, то есть либо в комментарии, либо там на почту пишите, либо еще куда-нибудь, куда вы сможете найти. Пишите, в общем, ставьте пальцы, там, не знаю, подписывайтесь, потому что как бы я планирую в дальнейшем вот это вот все, во-первых, выложить в открытый доступ, во-вторых, сделать интересную и полезную справку по этой штуке, то есть, во-первых, как это все сделать, во-вторых, ну, я уже, как уже упоминал ранее, то есть сделать какую-то полезную вот эту вот библиотечку, чтобы вы могли, допустим, ее импортнуть себе как-то, либо же скачать, там, не знаю, каким образом еще это придумаю, и использовать именно API, то есть, чтобы, допустим, раз там в 10 секунд, например, скрипт обращался к серверу, оттуда прилетали новые какие-то вот эти позиции, точки, там, и они вот эти бумали, бахали, там, и так далее, летали эти линии. Возможно, я так сделаю, если, опять же, будут силы, ребят. Потому что на все нужны прежде всего силы, потому что время-то можно найти. Допустим, сейчас 2 часа ночи, в принципе, а я записываю видео. Вот. Ну так, в принципе, пока все. Как говорится, let's get started with creative coding with Canvas and WebGL. Так, ну вот это вот обязательно видео посмотрите, потому что для начала как бы оно вам очень пригодится, то есть и конечно же, желательные такие навыки, как JS, там, использование, ну, ноды, как бы, и импорты вот этих всех штук, потому что, ну, без них как бы никуда. Но по сути здесь ничего сложного, потому что в любом случае вы можете это все установить. Кстати, здесь, конечно, есть такие мои штучки, я не помню уже, конечно, что, но где-то что-то я здесь менял именно в самих библиотеках, потому что там что-то меня не устраивало, либо вылетали какие-то ошибки. Meshlines здесь вообще каким-то кривым чудесным образом установлен. Поэтому, скорее всего, я, наверное, вывалю все это вместе с node module-less, как его, папкой. Потому что, ну, в общем, это надо будет тестить на винде, там, скорее всего, вы будете сидеть. Ну и, в общем, такие дела. Да, еще хотел сказать, что по поводу видео, то есть данная библиотечка, вот это Canvas Sketch, то есть, чтобы ее установить, по-моему, там вот таким вот образом npm install, простите за русский язык, npm install Canvas Sketch global. Вот таким вот образом вы ставите, и потом, по сути, ну, в общем, вот это вот видео обязательно найдите, посмотрите, и там будет описание, либо же я там через какое-то время определенное начну, когда записывать, я начну, наверное, же с этого, если вы так как бы сами не нароете эту инфу, я вам обязательно все это расскажу. И, возможно, там даже будет какой-то мини-сайдик на Gatsby каком-нибудь, где будет там элементарная навигация, ну, как, в принципе, допустим, в любой документации. И будет пошаговое руководство. Ну, в общем, уже как бы долго записываю, да, вас, чтобы не напрягать, не тратить время. 20 минут целых, капец. В общем-то, вот такие вот дела. Первое, что от вас требуется, это вот изучить. Если не найдете, то в следующем видео я вам расскажу как бы основные штуки из этого видео, то есть как установить Canvas Sketch вот этот, и как дальше, что делать. Второе, это жду от вас обратной связи. Будьте так любезны, напишите, насколько вам это интересно, то есть насколько это заходит, потому что, ну, на самом деле я, как говорится, сожрал не одну собаку, то есть, как говорится, ну, иногда говорят, что съел собаку на этом, но я сожрал просто не одну собаку на вот этом вот всем, и, ну, настолько много времени я тратил на попытки именно вот создать что-то,
что требовалось от меня создать. Я пробовал, сидел, пробовал. И как видите, ну как бы 140 здесь версий вот этих есть. Пусть, допустим, там взять хотя бы по 8, по 7, ну пусть получается 14 раз приблизительно я менял сам, ну, не весь код, но некоторые основные фрагменты, то есть планета у меня вообще была изначально там другая. Здесь я накладывал определенные шейдеры, то есть там Moon Shader такой есть, он как бы вот создавал такой эффект, который вот сейчас, в принципе, ну, виден, да, то есть здесь как бы, как видите, вот тень, она вот такая, а там он создавал именно тень вот типа такого вот. Здесь была тень, а здесь как бы вот все подсвечивалось, типа как бы атмосферу такую создавал планеты. Ну, в общем, на самом деле очень много информации, и как бы я не знаю даже, как ее поместить просто даже в какой-то курс. Я просто боюсь представить, сколько займет все это время, если я вступительную часть, которая как бы обычно там минуты 2, уже у меня 20 минут. Но я надеюсь, информация для вас была полезна. Жду от вас обратной связи. Все, ребят, давайте, удачи. И еще хотелось бы вам сказать такое, что как бы изучая данную технологию, как бы даже на самом более-менее таком примитивном уровне, как бы на уровне джуниора, например, вы сможете зарабатывать, ну, намного больше, чем, допустим, просто какой-нибудь там фронтендер. Извините, если кого обидел. Поэтому смысл учить вот такую сложную, в смысле не сложную, объемную штучку достаточно большой, потому что если вы, допустим, выйдете на какие-то зарубежные рынки, то там, во-первых, огромнейший спрос на это, во-вторых, там достаточно большой объем кэша, который в итоге может остаться в вашем кошельке. Поэтому вот такие вот дела, ребят.